перед вами самый полезный овощ. Это, конечно же, свекла. Итак, отрежем ненужные части. Примерно сантиметр оставим. Если есть хвостик у свеклы, то тоже оставляйте. Кстати, из свежих свекольных листьев вы можете приготовить множество вкуснейших блюд. Во-первых, это, конечно же, осетинские пироги со свекольными листьями. И, во-вторых, это грузинская пхали со свекольными листьями. Как это вкусно, и то, и другое. И на нашем канале есть рецепты приготовления этих блюд. Ссылка будет в описании. Посмотрите, пожалуйста, и приготовьте. Вам очень понравится. Теперь хорошенько промойте под проточной холодной водой. Вымытую свеклу заворачиваем в фольгу. Теперь ставим это в духовку, которая уже разогрета до 200 градусов Цельсия, до готовности. Примерно это занимает до 1 часа. Знаете, как проверять? Берете самую большую свеклу, вот это была самая большая, и ножиком протыкаете минут через 50, может быть. Если ножик проходит без проблем и она мягкая, значит свекла готова. Итак, ставим в духовку и ждем. Также для этого салата мне понадобятся грецкие орехи. Я перенесу их также на фольгу. Вот так прямо с фольгой поставьте в духовку рядом со своей свеклой и оставьте минут на 10, чтобы они чуть-чуть поджарились. Почти час пробыла наша свекла в духовке. Берете ножик и вот так вот протыкаете. Видите? Это значит, что свекла готова. Теперь можно раскрыть свеклу. Подождите, пожалуйста, пока свекла слегка остынет. Тем временем подготовим соус для нашего чудесного салата. Нам понадобится бальзамический уксус, примерно такое же количество оливкового масла. Теперь добавляем соль и черный молотый перец. Сюда также очень подойдет мед, особенно если у вас какой-нибудь чудесный вкусный мед, такой как у меня, вот этот чудесный мед Сицилии. Примерно я добавлю вот такую столовую ложку. И можно сказать, что наш соус готов. Количество ингредиентов в этом соусе добавляйте по вашему вкусу. Итак, соус готов. Откладываем. Теперь измельчим поджаренный грецкий орех. Свекла уже теплая, ее можно спокойно взять в руки. И посмотрите, как можно ее очень легко очистить. Берете обычную бумажную салфетку и посмотрите, как она легко очищается. Видите? И вот так кожицу с нее снимаете. Если боитесь, что руки у вас покраснеют, одевайте перчатки. Осталось только измельчить свеклу. Можете нарезать ее кубиками или дольками, как вам нравится. И какими размерами вы сделаете, тоже по вашему выбору. Я вот так вот мелко нарежу и вот такие маленькие кубики сделаю. Обязательно включайте свеклу в свой рацион. Это очень полезно, и если приготовить ее правильным образом, то очень и очень вкусно. Осталось добавить все наши ингредиенты сюда. Поджаренные орешки добавляем. Также к этому салату можно добавить греческий сыр фета. Здесь у меня 200 грамм, может быть, вот так половинку я добавлю. Измельчите прямо вот здесь над своим салатом.
заливаем нашим подготовленным соусом. Перемешайте перед тем, как залить. Вот это вот настоящий салат для здоровья. Сюда также можете добавить листья салата, если хотите. То есть можете экспериментировать, как вам нравится. Теперь попробуйте, пожалуйста. Если вы чувствуете, что соли или перца недостаточно, то можете добавить. Так, давайте я попробую этот чудесный салат. Очень и очень вкусно. Все в пределах нормы. Только осталось сесть и покушать этот чудесный здоровый салат. Этот салат можно хранить в холодильнике до 10 дней без проблем. Главное, перенесите в соответствующую посуду и накройте крышкой. Кушайте этот здоровый салат и будьте здоровы. Приятного вам аппетита! Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.